Всем привет, с вами снова я, Саша, он же Пых, и вы на канале о жизни и работе в Японии. Сегодня поговорим с вами на важную, на мой взгляд, тему, поговорим о том, почему ребята, мальчишки, девчонки, которые приезжают учиться в Японию, но в результате у них ничего не получается и они возвращаются домой. А это, между прочим, 80% из тех, кто приезжает учиться либо в языковую школу, либо в какие-то другие учебные заведения Японии. Дорогие друзья, товарищи, други, сегодня я нахожусь в парке Токио, в одном из парков Токио, это район Сумида. Очень долго, если честно, я сегодня искал место, где можно было что-то снять, потому что золотая неделя в Токио, золотая неделя в Японии. Очень много японцев гуляет, отдыхает, и реально даже сложно найти скамеечку, где можно было присесть. Вот сейчас я нахожусь, вокруг меня очень много японцев, чуть позже я видео покажу. Но не об этом дело. Сегодня мы говорим с вами о том, почему 80% из тех, кто приезжает учиться в Японию, остается ни с чем и уезжают на родину. Я вам сегодня расскажу о основных трех причинах, почему. Это мои личные убеждения, поэтому, как вы понимаете, что мнение каждого автора, оно индивидуально, кто-то может быть согласен, а кто-то нет. Первая, и она же основная, на мой взгляд, самая основная причина, по которой многие ребята возвращаясь народу ни с чем, это является низкий уровень японского языка, либо вообще отсутствие желания обучаться японскому языку. Многие из тех, кто приезжают, как правило, в языковые школы и теряют год или два с тем, что за эти годы они не учат язык в нужной мере. Да, есть ребята, которые учат, и есть те, кто достигает хороших успехов, сдают даже на N1 либо N2, но немало тех, кто в результате окунается немножко не в ту сферу жизни в Японии, начинают гулять, там, прогуливать, затем утопают в байта, рубайта, то есть подработки и тому подобное. Таким образом, за год или два они не достигают необходимого уровня японского языка, а вам необходим хотя бы N3, ну или, если повезет, то N2, если вы сдадите на него, да. Все в это и упирается, ведь когда вы придете к работодателю, он поймет по вам, знаете вы японский язык или нет. Реально, вот, ребят, понимаете, когда в резюме пишут еле-еле, причем используют какие-то простые канзи, либо на собеседовании не мог взять двух слов, хотя проучились в Японии уже довольно-таки немалый период времени, становится понятно, что за год или два, допустим, да, если у кого там остались деньги, у него получилось проучиться 2 года, ничего не достигли. И, естественно, работодатель понимает, что данный человек им не подходит, ведь без уровня, нормального уровня японского языка найти работу в Японии в сегодняшний момент очень сложно. И те, кто говорят, допустим, что там, да, если знаешь английский язык, то все будет очень хорошо, это на самом деле не так. Требования к сотрудникам, чтобы он знал английский язык, либо там французский язык, может японский язык, немецкий язык, итальянский язык, их не так-то и много. Те, кто говорят, что вот у него английский язык и он хорошо, быстро нашел работу, они лукавят. Даже сами японцы в среднем, когда начинают искать работу, да, после выпуска, например, вуза, до выпуска вузов, они проходят минимум порядка 10 собеседований, чтобы найти работу. И то, что вы иностранец, да, и сразу найдете при собеседовании, ну, это миф. На самом деле, ребята, это очень большой миф, и не нужно думать, что все прям так хорошо и шикарно. Вторая причина, второй момент, на котором сегодня хочу заострить ваше внимание, это всевозможные блогеры, ютуберы, создатели сервисов по отправке языковой школы и другие учебные заведения Японии, потому что порой они создают большое количество мифов о Японии, вешают, да, порой даже лапшу на уши, вешают вам розовые очки, и вы думаете, что, послушав их красивые, прекрасные речи, приехав в Японию, сможете здесь закрепиться на раз и два. На самом деле, вина всех этих сервисов, всех блогеров в том, что они создают очень красивую картинку о Японии, и она очень часто отличается от реалии. Например, мне говорили порой, что, допустим, приехав в Японию, через неделю уже нашел подработку в комбине, либо там в каком-то супермаркете и так далее. Ну, я почему не верю? Потому что, во-первых, чтобы найти подработку, вам нужно время, это раз.
Чтобы устроиться на подработку, вам нужно иметь разрешение на подработку, которое оформляется сейчас порядка 2 недель, не меньше, да, может даже до 2 месяцев занять. Соответственно, если приехали в Японию через неделю, начали работать в комбине, то вы работаете уже неофициально, нелегально, и за это вас могут схватить, вы не сможете в последующем обновить свою визу, а в худшем случае вас могут депортировать из Японии на 5 лет. Поэтому это сказки. Найти подработку не так просто. Недавно, кстати, мне писали, что один блогер говорит, что вот сейчас те, кто приехали, быстро могут найти, муравьи по мне ползают, быстро могут найти подработку. Это неверно. Если вы считаете, что вот да, потому что студентов не было, сейчас они приехали и недостаточно работников, то тут такой момент, что и среди молодых японцев, да, тех, кто учится в институтах, в техникумах, колледжей, тоже много тех, кто не работали, не подрабатывали. Соответственно, начало учебного года – это шанс для них тоже. И давайте говорить откровенно, что вместо того, чтобы взять иностранца, японский руководитель, да, тоже там комбине, либо супермаркет, естественно, лучше возьмет японца, потому что он знает японский язык, он его родной язык. А человек, который приехал, например, и умеет только писать катакана, хирогана и немножко канзи, ну, он не является ему конкурентом. И вот такие вот видео, если честно, я очень не люблю, потому как в последующем меня начинают ругать, что вот я мешаю их бизнесу, я отбиваю клиентов и прочее. Ну, а я продолжаю вам давать бесплатные, абсолютно бесплатные советы. И что бы мне ни говорили, я буду продолжать выпускать подобные видео, так как я не хочу, чтобы вы себя обманывали. И перед приездом в Японию, да, у вас была очень такая красивая картинка в голове, что вы сейчас приехали, и у вас все прям сразу очень хорошо получится. Третья причина, по которой многие ребята упускают свой шанс остаться в Японии, это то, что они начинают поздно действовать. То есть это поздний старт своих действий в Японии. И очень меня удивляют те ребята, которые потом мне пишут, когда остался, например, там месяц-два до окончания визы, а некоторые даже пишут, допустим, за неделю-две до окончания срока визы: помоги найти работу, помоги познакомиться с японкой, я женюсь, я останусь в Японии. Ребят, все это нужно было делать после того, как вы приехали в Японию. Я специально создал для вас гайд, например, действий, да, в Японии, что нужно делать в первые дни. Специально рассказываю о том, как познакомиться, например, если вы хотите, уж так вот чисто хотите познакомиться там с японцем или с японкой для создания отношений. Я рассказывал о том, как искать работу, как одеваться для собеседования, как выглядеть, да, для собеседования. Все это есть, но многие почему-то думают, что вот проучившись, да, год, там, например, да, в языковой школе, насладившись жизнью в Японии, поразвлекаясь, затем они за несколько месяцев смогут себя устроить, и все у них будет очень хорошо. Это неверно, и нужно действовать сразу. Нужно искать работу, например, где-то за полгода, а то и раньше, до окончания вашей визы, потому что это не так-то просто. И еще раз говорю, что нужно пройти 10 собеседований, может даже больше, того, как вы найдете того работодателя, который захочет вам оформить визу, захочет вас взять на работу. Нужно выучить японский язык. И если вы да, решили, что за неделю до окончания срока визы вы сможете все это сделать, то вы очень сильно ошибаетесь. На самом деле ничего такого не бывает. Это не сказки, это реалии. И я думаю, что в любом видео, да, которое есть о иммигрантах, то о миграции по миру, там, Америка, Европа, та же самая Япония, все это есть. Но лучше, наверное, конечно, да, верить в сказку, что вот сейчас я вот возьму, да, и за неделю я найду себе жену, например, да, устроюсь я в Японии на раз и навсегда. Такого не бывает, ребят. Поэтому все-таки мои видео направлены на то, чтобы вам немножко открыть глаза, показать реальную Японию, и чтобы вы задумались о том, вообще, а стоит ли мне ехать в Японию, потому что вдруг вы приехали, а у вас оказалось все не так, как вам рассказал какой-то другой блогер, как говорит о том, что вот я приехал и тут катаюсь как сыр в масле. Такого, ребят, не бывает. Поэтому уж извините, но вот она правда, вот она реалии жизни Японии. Дорогие друзья, товарищи, други, все, что я сегодня рассказал, 3 ключевых момента, 3 основных причины. Это, естественно, все, на мой взгляд, еще раз повторюсь, это низкий уровень японского языка, это блогеры-ютуберы, то есть неверное представление о жизни и работе Японии, и это поздний старт действий в Японии. На самом деле, наверное, сюда еще можно добавить несколько моментов, возможно, я в другом видео о них расскажу. Единственное, что хочу вам напомнить только о русскоязычных, проживающих в Японии, и о том, что не стоит очень, наверное, часто проводить время с ними, потому как когда вы тусуетесь с людьми, которые знают ваш язык, например, то есть англоязычный, например, с англоязычной диаспорой, русскоязычный с русскоязычной диаспорой и так далее,
то вы чаще будете использовать, соответственно, свой родной язык, тем самым не использовать японский язык. Что очень плохо, потому как для того, чтобы ваш уровень японского языка становился все лучше и лучше, вам нужно чаще проводить его в действии, соответственно, часто проводить время с теми, кто говорит на японском языке. Японский язык таков, что если вы его не используете, то он забывается, реально забывается. И даже если в школе вам говорят, что достаточно 2 лет, чтобы выучить его, скажу честно, что достаточно, наверное, 5-6 лет, чтобы более-менее хорошо говорить на японском языке. Меньше хуже. Поэтому не нужно думать, что вот прям раз и вы выучите. Нет. Но за 2 года, да, вы можете натаскаться довольно-таки хороший уровень японского языка, хороший разговорный язык, минимум, например, уровня N3 разговорный. Я не говорю уже про N2, N1, это, знаете, такая вершина прям. Но факт остается фактом, что на N3, в принципе, вы наговориться сможете. И это уже хорошо для вашего будущего работодателя, если хотите, например, да, работать в Японии, либо для какого-то японского учреждения, например, если вы собираетесь дальше учиться в вуз, там, либо в колледже, либо еще какое-то. В принципе, все это даст вам очень хороший шанс для того, чтобы вы смогли закрепиться в Японии. Дорогие друзья, на сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.